Я уже к зиме готовлюсь, но зимы что-то так и нету. Добрался, наконец-то я в лесном доме. Друзья, я вас всех приветствую, рад, что вы заглянули на мой канал. Сегодня мой очередной выезд в лес, и лес меня встречает дождливой погодой. Очень противно, я бы вам сказал, ночью был ледяной дождь. Сейчас все это подмерзло, образовалась корочка льда, потеплело, но дождь так и не закончился. Друзья, я наконец-таки здесь, буду сегодня здесь находиться. Хочу я немного усовершенствовать свое освещение от солнечной панели, именно от 12-вольтового аккумулятора. Привез небольшие обновки, не знаю, как это назвать, либо я запоздал, либо наоборот уже готовлюсь к следующему сезону. Сегодня я буду находиться здесь, буду находиться большую часть в избушке, буду работать там. В общем, такая мелочная работа. Довольно-таки скрупулезная, но мы, конечно, с этим справимся. Ну а как иначе? Всем приятного просмотра! На первый взгляд в избушке все хорошо, следы пребывания мышей я не обнаружил, это хорошо. Все мы старались, когда делали избушку, чтобы никаких щелей не было, и мышей здесь тоже не было. Выпали со светильников заглушки пластиковые, маленькие, уже второй раз наблюдаю за этим. Нужно будет их сейчас приклеить, чтобы не выпадали, видать. Печку топишь, они маленько от жары становятся мягче и выпадают. Надо будет подклеить. Но так все хорошо, прохладно. 1,5 градуса. В общем, топлю сейчас. Да нормально все в избушке. В бане перегорела лампочка, ладно, хоть есть запасная. Нашел, поскреб, вспомнил, где лежит. Надо поменять. Что-то она так вдруг перегорела-то. Опа. Получается, от жары они выгибаются и потом выпадают. Вот так вот стоят. Ну, плюс еще от светодиодов греются, да, плюс от печи и падают. Вот тут тоже выпало.
Погода, конечно, за окном удивляет. Уже начало декабря, а зимой даже и не пахнет. Дожди, заморозки, ледяные дожди. В избушке уже становится теплее, уютнее. Пока плюс 5 градусов, от печи веет тепло. В одном из роликов я рассказывал, чем у нас питается избушка, каким источником. Если вы впервые, повторюсь, может быть, кто и не знает, постоянные зрители уже в курсе. Это у нас бензогенератор, основной источник. Это мы обычно, когда работаем зимой, чаще всего используем. Ну а в летнее время у нас солнечная панель. Солнечная панель питает 12-вольтовый щелочной кислотный, ну, в общем, автомобильный аккумулятор. Этот аккумулятор у нас питает освещение здесь, 12-вольтовую ленту. Ну и играет музыка от аккумулятора. Ну и третий источник питания — это портативная станция, которую я с собой беру, чтобы заряжать гаджеты. Все необходимое для съемок, для освещения. Не знаю, как это сказать. Может быть, я и запозднился, а может быть, и уже готовлюсь к следующему сезону. Приобрел вот такой вот литий-железно-фосфатный аккумулятор 100 ампер-часов. Буду я устанавливать его взамен того аккумулятора автомобильного, потому что летом, когда солнце шпарит, когда находится в зените, этот аккумулятор перезаряжается. Ну, как это условно скажем, перезарядка для него это много, 14 вольт дает наша это MPPT контроллер. Это считаю, что 14 вольт для этого аккумулятора, для автомобильного очень много, хотя в настройках стоит именно тип заряда для такого аккумулятора. Вот, взамен него будет вот такой аккумулятор 100 амперный. Буду я его ставить уже в следующем сезоне, но подготовлю все в этом сезоне, то бишь сейчас. Собственно, для чего я и здесь в этот пасмурный день плохой буду коротать время. Будет вот этот аккумулятор. И хочу уже со следующего сезона портативную станцию оставлять здесь. Эту портативную станцию я хочу заряжать при помощи вот такой раскладной солнечной панели. 100-ваттная панель. Вот так раскладывается. Солнечная панель полностью водонепроницаемая. И здесь есть такие подставки, чтобы выставляешь под нужным углом и регулируешь. Все на защелках. 100-ваттная панель, напряжение 24 вольта, сила тока 6 ампер. И КПД у нее до 22% идет. Здесь такой кармашек. Все провода необходимые можно подключить сразу напрямую к портативной станции. Также подключить дополнительные солнечные панели. Ну и провод, чтобы подключить вот к этому контроллеру, чтобы от него можно было заряжать разные гаджеты. Привез с собой накладной профиль до светодиодной ленты. Этот профиль я буду прикручивать красиво, аккуратно на потолок, чтобы у нас светодиодная лента не бросалась так в глаза, как вот сейчас. Эту старую ленту я буду снимать, так как у нас местами она оборвалась и плохой контакт. Плохо запаяли и горит она не полностью. Буду накладную ленту пускать по новому маршруту, все это подцеплять, соединять, провода тянуть, ну и буду оборудовать. Ну и также сделаю контроллеру провода, запаяю сюда все. В общем, моя задача вот такая. Буду усовершенствовать 12-вольтовую систему питания нашего домика лесного.
Главное начать, там пойдет уже полегче. Прикрутил два профиля, они у меня по 2 метра. Сюда при помощи стусла выпилил 45 градусов. Сейчас буду пилить следующий профиль, он у меня пойдет вот сюда и до умывальника. В общей сложности у меня пока новой светодиодной ленты по 5 метров, 2 катушки. Так, что не будет доставать, хватать буду использовать старую. Припаивать все у меня есть, все вот эти контакты. Так что надо, главное, уложиться. У меня 5 таких профилей, это то бишь 10 метров. Ну, в принципе, по расчетам хватает. Пойдет сюда сейчас одна полная, сюда, наверное, полметра и там по метру. Все профиля я протянул, снял старую ленту, вот получилась такая кучка. Сейчас я уже готов этот профиль новый закреплять, уже по месту, как он будет стоять, и буду уже пускать новую светодиодную ленту. Вот у меня 2 катушки, новые светодиодные ленты, и мощность у них получается 72 ватта на 5 метров, то есть 60 СМД от светодиодов на 1 метр. Вот, получается, профиля креплю, начинаю протягивать светодиодную ленту, вот этот кусок отсюда, получается, от телевизора до зеркала, и здесь у меня будут выходить вот эти самые концы, которые потом в дальнейшем я буду запитывать проводом одним, к которому припаяю сюда штекер, чтобы в следующий раз, в случае, если лента выйдет из строя, можно было ее скинуть, налепить свежую, воткнуть штекер и пользоваться дальше. Получается, вот у меня будет здесь под телевизором, и как бы вроде бы спрячутся вот эти все разъемы там.
Считаю, что получилось нормально, но прошлой ленты было намного длиннее, раза в 2. Та светила все-таки поярче из-за своей длины. Ну а этого, в принципе, будет достаточно, я считаю. Для освещения вполне хватает. Главное, не совсем в потемках, поэтому нормально все получилось. Поярче бы, конечно, вот тут вот просится. Тут вот просится поярче. Вот тут вот. Думаю, если была бы еще такая полосочка, то было бы тоже неплохо. Зима, конечно, рано или поздно возьмет свое. У нас в ближайшие выезды планируется закрывать сезон. Будем заносить пчел. Пока, конечно же, предвидеть, когда это будет, еще неизвестно. Но вроде как, если смотреть прогноз погоды наперед, то как раз погода уже такая начинается минус, стабильный минус где-то с начала декабря. Вот. Ну, наверное, ближе ко второй половине, я так думаю. Будем заносить пчел. На этом все. Сезон будет закрыт. Ну и, конечно же, у нас еще ждет сзади костровище за избой. Туда стаскал я весь мусор после буровой. В течение лета очень много чего еще нападало. В общем, будем делать такой небольшой субботник в закрытие сезона. Вот это планируются вот такие мероприятия на 2 дня и на 1 ночь. Вот. Еще есть небольшая новость. Мы купили чан, кит-комплект, собери сам. Я вот так называю. Будем собирать чан, повезем его сюда. Как будем собирать чан, я буду показывать в телеграм-канале. Так что заходите туда, подписывайтесь, следите. Будет интересно со сборки. Нужно его нам будет сварить, ошлифовать, покрасить и привезти сюда. Самое интересное, конечно же, это дорога сюда. Дорога ужасная, вся разбитая. Но это все буду показывать в телеграм-канале. А какой он будет, это узнаете потом. Сохраню интригу, но планируется чан этот сделать очень-очень красиво. Именно установить сюда.
Время 7 утра, на улице идет снег. Говорю, самые настоящие качели в этом сезоне. Вчера дождь был, сегодня с утра снег. Время 7 утра, я уже пробудился. Кстати говоря, вот так горят светодиодные ленты. Довольно неплохо. Будет этого достаточно нам. Главное, видно и не в потемках. Погода, да, чудит. Но я думаю, что этот снег, он ненадолго. Сегодня ближе к обеду, наверное, он растает. Немного подремонтировал дверцу печи. У меня были остатки термоклея для кладки печи. Вот замазал сверху. Но это, конечно, отпадет. Посмотрим, может быть и продержится дольше. Если продержится подольше, в следующий раз промажу хорошо здесь все. Остатки мне, конечно, и не хватило. Но основную щель я замазал. И в следующий раз, если все нормально будет, то промажу получше. Надо будет подремонтировать здесь. Ну и вообще здесь немного неправильно сделана дверца топочная. Вот, по идее, тут нужно было кирпич под углом запиливать. И так бы тогда бы не выпадало. Ну ладно, посмотрим, как продержится этот термоклей. И потом буду делать выводы. Вот, кстати говоря, данные из книжки. У меня сейчас подключен режим открыта свинцово-кислотная батарея. Вот, смотрите, какие данные. Вот здесь есть гелевые. Это какой-то еще аккумулятор интересный. Не знаю, что за сокращение. Вот, смотрите, вот он отключает при 16 вольтах, то есть не дает заряд такой. Выравнивает напряжение при 14,8. Заряжает на 14,6. Это вот
обычно такие показания у меня. Возобновляет этот заряд на 13,8. Ну и, конечно, вот отключает. Если аккумулятор падает на уровень ниже вот этого, он отключает потребление и начинает заряжать. У литиевой, смотрите, всего 3 параметра. То есть у него нету такого, что вот солнце вышло в пике, а она давай там 14,8 заряжать. Вот у него заряд идет на 14,4 вольтах. Возобновление, то есть если падает с этого уровня на этот, начинает заряжать. Ну и отключает все потребители, если напряжение падает до 11,1 вольта. То есть вот это специфика вот таких литиевых аккумуляторов. Вот у меня стоит тип аккумулятора свинцово-кислотный, надо его поменять. Так, вот литиевый. Делаем сохранить. Все, у меня теперь стоят настройки на литиевый. Так, 13 вольт заряд этого аккумулятора. 0,3 ампера пошла зарядка. 3 градуса показывает термометр. Термометр этот нужно будет подключать на аккумулятор. В случае чего, когда идет перегрев, чтобы контроллер понимал и отключал. Проверил маленькую солнечную панель, сразу только развернул, загорелись индикаторы. Моя станция ее восприняла, но заряда нету, так как солнца и нету. А так показывает, что якобы заряд идет. В общем, буду пользоваться уже ей в следующий раз, уже когда солнце будет. Вот, проверил, нормально все работает. Везде все прибрал, я готов уже выезжать. Благодарю всех, кто составил мне компанию, всем, кто оставался до этого момента. Жду вас в следующем ролике, друзья. Будьте здоровы, заходите еще. Жду вас еще в Телеграме. Пока!